Tronsmart Band Portable Party Speaker. Колонка, о которой, собственно, сегодня я вам расскажу. На борту она имеет технологию Sound Pulse для увеличения объема, технологию TuneCon, возможность заряжать ваш смартфон напрямую от колонки, а-ля такой Powerbank, водонепроницаемость IPX6, конечно, хотелось бы IPX7, но таких размеров редко подобное встретишь. Также есть удобное приложение, в котором можно обновить устройство, точнее прошивку, или включить один из 8 предустановленных эквалайзеров. Вдобавок, Tronsmart Band имеет привлекательный дизайн с очень достойными материалами. Но как на самом деле дела обстоят со всеми этими качествами, сейчас я и расскажу. Потому что все вышеперечисленное по большому счету это реклама. И да, лето близко. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, и сегодня мы с вами будем тестировать колонку. В чем ее плюс? В том, что это портативная колонка от Tronsmart, и Tronsmart редко когда полностью разочаровывает. То есть в 99% случаев они делают колонки интересные, громкие и с неплохим звучанием. Я не скажу, что это аналог Мифа из разряда того, что Мифа мне чаще нравится, но у них и ценник выше. Я не скажу, что это аналог JBL, потому что в каких-то моделях Tronsmart лучше, в каких-то JBL. Поэтому как это дело все будет отрабатывать, насколько эта колонка хороша и насколько мне она конкретно понравится, вы узнаете, разумеется, в ролике. У нас есть возможность скачивать программы на iOS-системах и на Google Play. Пока есть, будем считать, что она и останется. Что мы здесь видим из обещаний? Рассказывают, что нам удобно будет ее носить. Внутри у нас можно использовать колонку как Powerbank, IPX6, и это FL. Почему? Потому что если был IPX7, можно было бы бросать его в воду, этот девайс. Однозначно, проливного дождя он боится, и боится, чтобы вы его окунали. Скажем так, под дождем он не умрет, если долго вы его там держать не будете. Следующее, это у нас есть подсветка, есть персонализация в программе, есть эквалайзер встроенный и различные использования для проигрывания. Варианты это какие? Вы можете использовать флешку, SD-карту, либо через AUX вход и, разумеется, надеюсь, Bluetooth. Помимо этого поддерживается NFC подключение. Что такое NFC подключение? Это чтобы колонка подключалась быстрее к девайсам, у которых есть NFC модуль. То есть это не способ подключения. Подключение по беспроводу все равно будет по Bluetooth, просто при помощи NFC он будет подключаться быстрее. Внешне ничего, лето близко. Документация, кабель AUX, кабель USB-A, USB-C для зарядки, опять же, карточка гарантийная. И что у нас с документацией, кстати, интересно? С документацией цвет, блеск, красота, потому что здесь указано на фото, каким образом у нас будет осуществляться управление данным устройством. К сожалению, я сразу, спойлер, вижу кодек только SBC. 60 Вт это номинальная мощность, они обещают. 10800 мАч это емкость аккумулятора, мы ее тоже проверим. 3 килограмма вес, по ощущениям, кстати, меньше. И стандартно до 20 кГц воспроизведение частот. Тоже все максимально, как у всех. И у них же тоже. Размеры внушительные. Сборка мне нравится, хотя здесь, конечно, нет. Увидите, насчет того, как они ее склеили, конечно, у меня вопросы к этому большие. Возможно, только у моей модели. Но мне это дело не нравится. Нравится качество резинки, которая закрывает порты. Мы видим из портов, разумеется, 5 вольт 1 ампер, это 5 ватт всего максимум может выдавать Powerbank. Как Powerbank неплохо, в принципе, не критично. Главное, что вы сможете хоть как-то зарядить. Видите AUX вход, видите Type-C-шный вход. Опять же, через Type-C вы заряжать его будете. И TIFI Cards. Панель для управления каким-то образом смещена, как вы видите, она не по центру. Это довольно нестандартное явление. Ну ладно. По удобство удобно. Одной рукой носить легко. Прорезиненные ножки, чтобы она не гуляла. По кнопкам повторяться не буду. Механические это хорошо. Прорезиненные это хорошо. Сборка пока не фонтан. Нет вау-эффекта, к сожалению. Но, учитывая стоимость, ничего удивительного. Тут один только кусок пластмассы за эти деньги.
неплохо. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводной колонке Tronsmart Band. Полетели. Продается в единственном черном варианте расцветки корпуса. И разнообразие во время использования добавит только светомузыка. Габариты составляют 361 мм на 183 на 150 мм. Вес бодрых 3 килограмма. Конечно, она не из легких. Можно подкачиваться ей. Сразу хочется отметить, что основная и большая часть корпуса защищена тканевым материалом, а остальная часть и ручка сделаны из тактильно приятного пластика. По качеству он скорее хорош, чем плох. Лично мне нравится дизайн данного устройства, но сильно расстраивает его сборка. На ручке расположен логотип компании-производителя, также логотип есть с лицевой части в нижнем углу. Прорезиненная панель с кнопками слегка вынесена из-под ручки, что делает их использование незатруднительным, как в случае с другими схожими девайсами. У кнопок ход тугой, что на самом деле спасает от ложных срабатываний и нажатий кнопок детьми, допустим. Из кнопок в данном случае имеется кнопка питания, над которой расположен индикатор Bluetooth, кнопка Sound Pulse, отвечает за увеличение объема баса, над которой расположен индикатор эквалайзера. Далее 3 всем известные кнопки управления громкостью и приостановка, и воспроизведение проигрывания. Дальше кнопка режимов, кнопка Tune Con для синхронизации музыки через 100 и более динамиков этой модели. Покупайте до бесконечности эти колонки. Над которыми расположен индикатор Tune Con. И последнее, NFC-зоны, индикаторы заряда батареи. Вдобавок, с помощью них можно изменять подсветку, активировать голосового помощника, отвечать на вызов, сбрасывать вызов, и можно провести ресет устройства. С обратной стороны расположена панель разъемов, на которой есть слот для TFT SD-карт, AUX-вход, наш любимый провод, порт Type-C и порт USB-A для использования в роли пауэрбэнка. Хотя там все скромно. Закрыты достаточно внушительной резиновой заглушкой, поэтому воду будут пропускать минимально, но будут. Там IPX6, не IPX7. С нижней части есть 2 маленькие ножки, но они не антискользящие. Далее LED-подсветку можно настроить в приложении на свой вкус, но большого выбора цветов или режимов свечения здесь нет, но зато ее можно и выключить, что очень даже хорошо. Микрофон есть, но разговаривать с помощью него можно только в метре от колонки, не дальше. Будем считать, что это такая себе функция. Либо кричать громко. Летим дальше. Tronsmart Band оснащена 6 излучателями, 2 по бокам и 4 с фронтальной части. Разумеется, если отталкиваться от фотографий на официальном сайте, так как ее разбирать я не собираюсь, хотя до этого колонки разбирал, но это жалко. Плюс тут и сборка. Не для того, чтобы потом ее собрать адекватно. Мощность составляет заявленные 60 Вт, их там точно нет. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, Bluetooth версии 5.0, связь с подключенным устройством держит стабильно, и через 2 стены фризов я не обнаружил при подключении. По моим тестам звук начинает пропадать после отметки 15 метров. Из кодеков на борту только SBC, емкость аккумулятора стандартная 10800 мАч, притом реальная емкость при зарядке, допустим, тех же телефонов где-то около 7500 на выходе. Полный цикл зарядки занимает 4 часа 47 минут, на 65% громкости с выключенной подсветкой она продержится в районе 11 часов. Смартфон с аккумулятором на 5000 мАч Tronsmart Band может полностью зарядить. На это уйдет достаточно много времени, 5 Вт это, я бы сказал, так, чтобы просто было. Ну, еще на половинку подобного смартфона заряда останется. Tronsmart Band имеет водонепроницаемость IPX6, конечно же, я провел тест с проточной водой, по итогу она осталась жива. Функционал не пострадал, что радует. Под заглушку с разъемами вода не попала, что было очевидно. Летим дальше. Приложение Tronsmart доступно на Android и на iOS устройствах. В приложении на главном экране есть отображение заряда аккумулятора, но не в процентах, что, конечно, не особо удобно. Во второй вкладке есть 8 готовых пресетов эквалайзера, которыми я советую пользоваться, так как они не просто для вида добавлены в приложение, и колонка реагирует на них. В третьей вкладке есть возможность настроить работу устройства и, как я уже говорил, настроить подсветку. Также в приложении есть возможность обновить прошивку, и, к слову, обновление мне уже прилетало. Звучание в стоковом звучании без эквалайзера, мощность в полуметре от устройства со 100% громкости составляет от 90 до сотни дБ. В квартире я лично прослушивал музыку не громче, чем на 15%. Однозначно данная колонка больше подходит для использования на открытой местности. Вечеринку с шашлыком раскачать она может. Из громкости, я считаю, более чем у нее достаточно. Бас плотный, его проработали прям хорошо. Средний бас есть, но без сильно заметной многослойности. Середина меня не порадовала, а высокие неплохие для такого устройства.
устройство, но прослушивание различные жанры музыки, я понял, что назвать звучание чистым я однозначно не могу, так как каша из частот присутствует и детализации не хватает. Сцена средняя, инструментал отыгрывает не лучшим образом, как и вокал. Подойдет для более современной музыки, и если смотреть в целом, даже учитывая некоторые нюансы, звучание действительно хорошее, вдобавок за ее цену. Вспоминаем Tronsmart T6, допустим, обзор на нее был, по-моему, у меня года 2 назад, и она была хороша. То есть Tronsmart в принципе по звуку плохого ничего никогда и не делали. Минусы, конечно же, это сборка, хотя мне лично понравился собственный девайс, но не как ее собрали. Также к минусам отнесу малый выбор режимов подсветки и отсутствие кастомного эквалайзера. Пресеты это хорошо, но с другой стороны можно плеер скачать и уже вручную что-то химичить под себя. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Там я рассказываю, как купить дешевле, допустим, если это не Тмол, а вот эта, допустим, колонка продается не на Тмоле. При любом раскладе на данный момент последние месяца 2 дешевле покупать через Kiwi. Иногда ты выигрываешь 200 рублей, иногда 2000, иногда 20 тысяч. Все зависит от товара и конкретного дня. Обычно все равно у Али курс выше, чем у Kiwi, поэтому смотрим по ссылке в прикрепленном комментарии, как все это делается. Думаю, ничего сложного и сэкономить всегда хорошо. Не забываем подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи, там нас почти 8000 человек, нет хамства, мата и рекламы, люди просто друг другу помогают. Резюмирую, Tronsmart Band меня удивило, так как производитель действительно постарался над звучанием и функционалом. Остальные мелочи жизни не столь уж важны, как по мне, потому что по факту на максимальной громкости шумов нет, ну да, она чуть-чуть скачет, но не сильно. Воды не боится, во всяком случае, дождя, топить вы ее все равно в озере не планируете, я надеюсь. Как Powerbank, конечно же, это такое себе, но вспоминаем стоимость. У меня есть пауэрбэнки, которые дороже этой колонки, допустим, тот же Huawei-овский. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.